Привет, это Фарух, и сегодня у нас особый выездной выпуск. Сегодня мы поедем в мой родной город и поснимаем портреты и пейзажи на Mamiya RB67 и Kodak Portra 400. Поехали! Но сначала давайте поговорим об этой крохе. Если вам не интересно слушать про камеру и ее технические характеристики, вы можете перейти к самой съемке вот на эту минуту. Итак, самое основное про эту камеру можно узнать, расшифровав ее название. Mamiya — это японская компания, которая выпускала ее. RB — это Revolving Back, то есть вращающийся задник, так как для того, чтобы снять вертикальный кадр, было бы странно поворачивать камеру вот так, потому что, во-первых, это странно, а во-вторых, ничего не видно в видоискателе, то инженеры придумали такую систему. Сейчас я снимаю пейзажной ориентации, щелчок, я перешел на портретную ориентацию. И, наконец, 67 в названии указывает на соотношение сторон 6:7. Mamiya RB67, в отличие от Mamiya RZ67, полностью механическая камера. И в этом ее прелесть, потому что если сломается механическая камера, ее можно починить, хоть это и может быть недешево. Починка электронной камеры будет или стоить очень дорого, или же будет невозможно. Более того, RB67 это модульная камера, то есть каждая ее часть продается и при необходимости заменяется. Более того, из RB67 можно сделать RZ67 легким движением руки и слегка подхудевшим кошельком. Вы заходите на eBay, покупаете моторизированный задник от RZ67, ставите на RB67 и все, вам не нужно перематывать пленку отдельным рычагом. Так, пройдемся по каждому модулю. Сначала боди. На самом деле Mamiya RB67 это вот эта коробка. На ней у нас рычаг взвода затвора, по одному фокусному колесу с каждой стороны, кнопка спуска затвора, сюда мы надеваем объективчик, наверху фокусный экран и снизу по традиции разъем для штатива. Дальше адаптер под 6:7 формат. На Mamiya RB67 на самом деле можно снимать и в формате 6:8, но для этого лучше покупать помимо задника и соответствующий адаптер. На адаптере у нас соединительный штифт, отпускающий пленку для перемотки, и два слайдера, отпускающие сам задник. Дальше видоискатель. У меня waist level или шахтный видоискатель. Открывается он так. Не так, так. Бывает еще chimney finder, то есть видоискатель в виде дымохода, и prism finder, то есть видоискатель, который позволяет снимать с уровня глаз. Помимо фокусного экрана, здесь также есть лупа, которая позволяет вам более точно фокусироваться. Задник. Здесь у нас счетчик кадров, рычаг для перемотки пленки и кармашек для бумажки или отгрызка от коробки от пленки. Задник состоит из двух частей: внешний кейс и площадка, на которую наматывается пленка. Я сейчас не буду открывать кейс, потому что внутри есть пленка. Но о заправке поговорю чуть позже во время самой съемки. Ну и объективы. Объективы доступны в 4 вариациях: однослойный или оригинальный, многослойный тип C, более новая версия многослойного тип KL, еще одна новая версия многослойного типа L, но только для боди Pro SD, и, наконец, тип APO-L, в котором использовано стекло с низкой дисперсией, которое позволяет снизить уровень хроматический, то есть цветовой аберрации на границах контрастных объектов фотографии. В Mamiya и кольцо диафрагмы, и кольцо выдержки находятся на линзах. Здесь у нас разъем для синхронизации со вспышкой. Кстати, вспышка синхронизируется на всех скоростях. Здесь у нас рычаг предпросмотра глубины резкости. И есть также разъем для поднятия зеркала. Дело в том, что когда работает зеркало, камера, хотим мы того или нет, трясется. На длинных выдержках даже небольшая тряска может влиять на результат. Поэтому что мы делаем? Мы вставляем сюда кабель дистанционного управления затвором, взводим затвор, поднимается зеркало. Но затвор не сработает, пока мы не нажмем на кнопку на кабеле.
Тем самым мы максимально возможно минимизируем какую-либо тряску во время съемки. Теперь про компенсацию экспозиции в зависимости от фокусного расстояния. Или другими словами, про эту таблицу, на которую все забивают. Как вы видите, при наведении фокуса в этой камере расправляется гармошка. Чем ближе объект, на котором вы хотите навести фокус, тем дальше объектив отдаляется от пленки. Соответственно, тем меньше света поступает на пленку. Соответственно, вам нужно компенсировать экспозицию, чтобы не недосветить. Насколько компенсировать, нам говорит вот эта таблица. Справа у нас разным цветом указаны объективы с разной фокальной дистанцией. Каждому объективу соответствует луч такого же цвета. Например, у нас 90 миллиметровый объектив, он указан здесь как второй зеленый. Ему соответствует второй зеленый луч. Слева указано расстояние до объекта. Оранжевыми футы, белыми метры. Теперь допустим, что с 90 миллиметровым объективом мы хотим сфокусироваться на объекте, который находится в 100-120 сантиметров от нас. Сфокусировались и смотрим, в какую из узорчатых кирпичиков падает этот луч. А падает он на кирпич с горошком. Смотрим внизу, что это за кирпич. Кирпич в горошек означает, что нужно компенсировать на полстопа. Легко и просто. Ну что, вроде я рассказал все самое важное про эту камеру, но нюансов у нее очень много. Поэтому я сейчас перевожу оригинальную заводскую инструкцию на Mamiya Pro S и Pro SD. Как только перевод будет готов, я опубликую его у себя на странице Patreon. Ссылка в описании к этому видео. Также, подписавшись в Patreon и поддержав этот канал рублем, вы получите очень много ништяков, как ранний доступ к видео, чат с сообществом, контент только для подписчиков Patreon и много-много другого. Спасибо вам за вашу поддержку, без вас этого канала не существовало бы. Ну а теперь перейдем к самой поездке и съемке. Поехали! Помимо Mamiya и Portra я еще снимал на Nikon FM и кинопленку Kodak Vision 3 250D. Как-нибудь поговорим о ней подробно. Ну а теперь давайте поговорим о заправке. Процесс принципиально не отличается от того, как заправлять среднеформатную пленку, например, в Yashica Matte LM, о которой мы до этого говорили, но все же есть нюансы. Сначала нажимаем на слайдеры и снимаем задник. Открываем задник и достаем держатель пленки. Расчехляем пленку, переводим приемную катушку слева направо, вставляем пленку слева, опустив кнопкой Shift. Затем берем язычок пленки и вытягиваем ее по обратной стороне держателя к приемной катушке. Прокручиваем, пока стрелка на катушке не сравняется со стрелкой на держателе. Вставляем держатель в его кейс, закрываем его и прикрепляем к Mamiya, защелкнув слайдеры. Ну и перематываем, пока красная кнопка S не заменится на единичку. Начать съемку я решил с того, что заслуживает Kodak Portra 400, с портрета. Так как на улице был проливной дождь, решили снимать в помещении. Kodak Portra 400 это пленка, сбалансированная под дневной свет, поэтому при съемке в искусственном непрофессиональном студийном освещении я был готов к нестандартным для портрет цветам. Но тем не менее это профессиональная пленка, а значит она может вывести все, ну или практически все, не стоит все-таки недооценивать мою рукопопость. С Portra 400 у меня странные отношения. Если Portra 800 для меня универсальная пленка, а Portra 160 теперь уже любимая из всех, с Portra 400 у меня как-то не сложилось до этой съемки, но об этом чуть попозже.
Сделав портрет бабушки, которая очень для меня дорога, и дождавшись окончания дождя, мы выехали в ночной город. Мамию с Портера я в ту ночь не взял, потому что при таком освещении мне понадобился бы штатив, а это уже не прогулка, а бег с препятствиями. Да и на следующее утро этому сочетанию камеры и пленки была уготована другая, более важная и подходящая роль. Дело в том, что я родился и провел большую часть жизни в Гянже, но еще ни разу не был в Гёгёльском заповеднике. Даже Ильгама, моя супруга, Бакинка, была там, а мне как-то не посчастливилось. Пора было исправить эту несправедливость. Гёгёль в переводе «Голубое озеро» — это, как вы уже догадались, Голубое озеро. Оно находится в западной части Азербайджана на территории Гёгёльского района, на северном склоне хребта Муравдах, у подножия горы Кяпес и в ущелье реки Ахсу. Это одно из крупнейших озер в Азербайджане и одно из красивейших мест, в которых я когда-то был. Самое то для легендарной портры, предназначенной для портретов и пейзажей, известной точной передачей тона кожи и красоты природы. Поднялись мы к озеру к часу или 2 дня, то есть солнце было достаточно высоко. Плюс к этому вокруг снег и замерзшая вода, от которых отражается свет, поэтому нужно было ждать, когда солнце скроется за тучами. Так как кадров у меня 10, из них получится, кстати, только 8, потому что я криворук. В общем, мы уже собирались возвращаться, но, повернувшись, я увидел пейзаж, который, к счастью, решил все-таки снять. Aşağıydım o dağlar, duman dağı bələməmiş. Qara bulut kölgəsi salıb, leysan yağış eləməmiş. Dostlar gələrdi, məclis qurardıq, yeyib içib payda vurardıq, orada quzu kəsərdim mələmə. Müəllim başa düşdün nədir? Dedi başa düşdümsə Allah mənə əllət eləsin. Kodak Portra 400 – профессиональная цветная негативная фотопленка, выпущенная взамен существовавших до нее пленок Portra 400 VC и Portra 400 NC. По результатам она ближе к NC, аббревиатура означает Natural Colors, натуральные цвета. Kodak Portra 400 идеально подходит для портретной и пейзажной съемки. Фотопленки Kodak серии Portra, как мы уже неоднократно говорили на этом канале, обладают большой фотографической широтой и, как и подобает профессиональной пленке, хорошими характеристиками для сканирования и фотоувеличения. А теперь любимый портрет любимой мамы. А теперь про мои сложные отношения с Portra 400. У меня не складывалась с узкой версии этой пленки. Я отснял катушек 10, но почему-то, не считая редких случаев, у меня не получались ни обещанные цвета, ни хваленая резкость. Скорее всего, дело было во мне, но, господи, храни Мамию, потому что именно в широкой версии Portra 400 я понял, что такое Portra 400. Подтверждение тому селфи с довольным лицом. Нет, правда, это мое напряженное, но очень довольное лицо. Mamiya RB67 – это машина. Помимо того, что она сделана как танк, при необходимости ее можно и чинить. И помимо этого она выдает результат, на мой взгляд, лучший в этой весовой категории. От пейзажев до клоузап портретов. Несмотря ни на что, каждый раз результат будет удивлять вас. В хорошем смысле. Но имейте в виду, это тяжелая, несуразная камера. Ее сложно выгуливать, в отличие от той же Mamiya 7.
При съемке на нее нужно учитывать очень много вещей, поэтому съемка максимально далека от автоматизации. А еще штатив, который выдержит эту камеру, может весить так же или даже больше, чем сама камера. Примите это во внимание, прежде чем первый раз поснимать на нее. Потому что после первой съемки обратного пути не будет. Вы сначала, увидев камеру, подержав ее в руке, посмотрев видоискатель, а затем увидев результат, влюбитесь и будете жить в токсичных отношениях. И несмотря ни на что, на починки, на сложный характер, на очень много нюансов, на сотни долларов, потраченных на эту камеру, вы не будете переставать смотреть на мир через видоискатель Mamiya RB67. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь здесь и на Patreon по ссылке в описании к этому видео. Ну и до новых встреч!